Привет! Меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу курортный поселок Ширахама. Ширахама находится в префектуре Вакаяма, на берегу Тихого океана. Сюда съезжаются люди со многих регионов страны, чтобы позагорать и покупаться, конечно, но и не только. Ведь этот поселок популярен не только летом, но и круглый год. Давайте смотреть, чем так интересна Ширахама. Если японцы приезжают с детьми, то обязательно посещают Adventure World. Это известный на всю Японию парк развлечений, но я бы назвал это большим зоопарком, где заодно есть и аттракционы, но такие, средненькие. Сюда все приезжают, чтобы посмотреть на панд. Да, они символ парка, да и Ширахамы в целом. Я был в парке 2 раза. Первый раз в солнечную погоду, второй в дождь. И впечатление противоположное. В хорошую погоду я был в восторге. Животные, которые не угрожают, ходят среди людей, можно погладить, покормить, да хоть жирафа, если допрыгнете. В каком-то пруду на одной ноге стоит розовый фламинго, дитя заката. Даже большие животные, как слоны, бегемоты, носороги, не были в клетках. Да, они все равно ограждены валунами и рвом, чтобы не перепрыгнуть, но ощущения тюрьмы, как в других зоопарках, не было. Хищники, конечно, ограждены забором, но это не клетка метр на метр, а небольшой заповедник, куда заезжают люди, как в сафари. В общем, восторг. А вот в дождь, когда все звери попрятались, приходилось ходить по павильонам, и это уже мало чем отличало от обычных зоопарков. Также проводятся всякие шоу с животными и дельфинами, но зная, как их дрессируют, я больше получал удовольствие от вида на взлетную полосу местного аэропорта, которая заканчивается в нескольких метрах от обрыва. Когда взлетают самолеты над пропастью, это очень красиво. Да, здесь есть свой аэропорт. Он небольшой, здесь летает всего одна компания, Japan Airlines. Летают самолеты только из Токио и обратно. Всего 3 рейса в день. Билет в одну сторону стоит от $100. Также можно из Токио добраться сюда скоростным поездом. Но правда, с пересадкой в Осаке это займет у вас больше 5 часов. А по цене где-то примерно $200 в одну сторону. Можно сюда добраться на ночном автобусе, но и он не дешевый. В одну сторону примерно $80. В общем, из Токио добраться сюда, особенно с семьей, дороговато. Из Осаки намного проще. Но коль уже добрались, давайте наслаждаться видами местных красот. И начнем мы с места, которое называется Санданбеки. Переводится как трехъярусная стена. Это обзорная площадка на скалистый берег Тихого океана. Вот там сверху можно погулять по засохшей лаве, а можно спуститься вниз, в пещеру. Правда, она небольшая, спуск туда на лифте стоит чуть больше $10 для взрослого. Возле скал стоит такой вот таксофон. Называется «Телефон жизни». Помимо бесплатных звонков в разные спасательные службы,
можно дозвониться на горячую линию психологической поддержки. Это все для любителей, разбежавшись, прыгнуть со скалы. Факт о том, что Япония один из лидеров по суицидам, сильно преувеличен. Мы, например, обгоняем японцев по числу самоубийств на душу населения. Тем не менее, и тут периодически прыгают. Давайте поговорим о более веселой теме. Например, о пиве. В 2 шагах от скал есть местная пивоварня Нагиса. Если честно, кроме этого региона я больше нигде этого пива не встречал, может, не обращал внимания, не знаю. Здесь вам при желании могут провести бесплатную экскурсию по заводу и угостят пивом. Не бесплатно. Пиво дорогое. Даже по сравнению с обычным японским пивом оно дорогое. И странно, потому что на заводе обычно все-таки какая-то скидка, потому что нет транспортировки, ты пьешь прям здесь, может даже без тары. Нет, такая же цена, как и в магазинах. В общем, дорого. Но сейчас так жарко, что отказаться невозможно. Продолжаем тему скал. Если вам понравились скалы Санданбеки, то сейчас вы обалдеете не меньше. Плато Сенджоджики. Очень красивое место. Особенно в хорошую погоду. А сейчас более-менее нормально, хотя передавали дожди, а на завтра вообще передают тайфун. Он такой слабенький. Поэтому пока никто пальцем не грозил, хотя обычно за день до тайфуна здесь все закрывают и лазить по скалам не разрешают. Пока все лазят, даже маленькие дети и даже взрослые на каблуках. В Широхаме также много онсенов. Это японские ванны, где вода из натуральных горячих источников. Поэтому запашок в таких местах стоит специфический. Самый известный это Сакино-ю онсен. Говорят, это самый старый в Японии, но я в каждой префектуре встречал самый старый онсен, поэтому не особо доверяю. Уникальность именно этого в том, что он находится прямо у океана. Снимать внутри мне не разрешили, так что вот вам фото из интернета. Если полностью купаться вы в термальных источниках еще не готовы, можете просто пополоскать ноги в теплой воде. В Широхаме таких вот ванн для ног немало. Ну как немало, ну по крайней мере 3 я знаю точно. Прикольно. Я бы даже сказал приятно, особенно зимой. Пляж Широхама. Главная достопримечательность. По мне, ни одна панда не сравнится с этим местом. Тихий океан, белый красивый песочек. Кстати, посмотрите, там коронавирус гуляет. Ага. Помните, я вам говорил в выпуске про озеро Бива, что большинство японок не носят купальники, а плавают в костюмах. В общем, забудьте. Пошутил я. Наоборот. Пришлось постараться, чтобы найти людей с более-менее закрытым телом. В основном картина была такая. Но я бы это списал на курортный статус Широхамы. Я ведь имел в виду обычные пляжи в Японии, куда приезжают на несколько часов в основном местные с детьми. Там такого изобилия японок в бикини, конечно, нет. И такое откровение в Японии встретишь нечасто. Так что, парни, наслаждайтесь.
Кстати, про белый песочек. Ширахама переводится как «белый берег» или «белый пляж», как вам нравится. Называется так, потому что берег белый. Был. Ширахама стала популярной в 60-е годы, когда появилась железнодорожная связь с Осакой. Толпа японцев ринулась к белому пляжу, и песочек смыло. Сразу же смылись и туристы. Местные власти напряглись, туристов нужно возвращать, а песка в таком количестве в Японии не нашли. Зато нашли в Австралии, и в течение 15 лет сюда привозили этот песок. Пока вроде держится. А это привет всем тем, кто уверенно утверждает, что в Японии на пляж с татуировками нельзя. Таких персонажей тут было четверть пляжа. Фух, как же жарко было на том пляже, ребята. И это я сейчас не про солнце. Хотя про солнце тоже. Мои руки, лицо и шея сзади не дадут соврать. По-моему, завтра мне будет как плохо. Но сейчас хорошо. Кстати, был удивлен, что японцы и японки прям в магазин заходили нагишом, так, в купальниках. Представьте, даже без маски, что в Японии вообще того. Курорт, я же говорю. Сегодня я вам показал основные достопримечательности. Тут хватает всякие яхт-клубы, гольф-клубы, дайвинг-клубы, в общем, развлекухи много. Отелей много разных, гест-хаусы, всякие, дешевые отели, хостелы. Много таких серьезных, очень красивых отелей. Если хотите почувствовать себя Флинстоном, можете поселиться в капсульной деревне. В общем, классно, но жарко. Да, кстати, вот это Ингецу-то, остров Ингецу, тоже одна из главных достопримечательностей Ширахамы. На всех буклетах, на всех открытках это место есть. В общем, очень красивое место. Приезжайте. А пока.